Представители знака зодиака Дева. Здравствуйте, Девы, мои дорогие. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, вы сумеете переложить свою ситуацию на образы карт. А у нас сегодня колода 78 дверей. И какую-то подсказку для себя вы получите. И если мы про двери... ключевое значение, открытые или закрытые двери. И как их открыть, если это необходимо. И вопросы, которые мы с вами зададим в этом Таро-прогнозе, это что важно знать, неожиданности недели, что скрыто и по основным сферам жизни. Итак, что же важно знать? Или что у вас будет в приоритете, или чем придется заниматься, может быть, на этой неделе? Давайте узнаем. Итак, что важно знать? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Что будет радовать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, финансы, энергия денег и личная жизнь. Что же важного? Ваша сильная позиция. Вы знаете, к вам могут люди обращаться за советом. Вы вот как этот маяк, изображенный буквально, когда вы не просто двери открыты, а вы привлекаете внимание, может быть и так. Но вообще тройка жезлов – это еще карта уверенности. Для вас сильная позиция еще и в том, как будто вы можете предвидеть что-либо. Или какое-то дело, когда, может быть, конкретно задача, которую вы намереваетесь начать или осуществить для кого-то из вас, это вопросы переезда, может быть, или последующего переезда и завершения какого-то вот этого жизненного этапа. И, видимо, вот этот Уран, который у нас 27 января перешел из ретро в прямое движение, это новые горизонты, новые возможности. И вот планирование само по себе великолепно идет по этой карте. Мы как будто спиной повернулись к прошлому. Мы именно смотрим в горизонт, в новые возможности, в будущее мы смотрим. Уже неинтересна какая-то история, что-то вы словно подвели итог и оставили позади себя. Это дважды вам придает как сил и уверенности. Что-то вы можете просчитать, надеяться. Если эта карта говорит, нам приходится на самих себя, но у вас к этому и сейчас и возможности есть, и практически любой проект осуществим. Правда, карта очень добрая, и хоть нам показан вот этот маяк, как будто темновато, да, сама обстановка вот такая, когда нет ясного солнышка, вот и может быть и в вашей жизни еще много вопросов, когда вы не прояснили окончательно, поэтому по этой карте мы чего-то не ускоряем, не торопимся, но вместе с тем сильная позиция. Может быть, сохранять где-то придется все то, что вы уже наработали, достигли или чего-то добились. Неожиданность. Но есть все равно какой-то вопрос, который вы хотите решить. Четверка пентаклей. Девушка, если мы говорим про двери, как раз смотрит на эту дверь и думает, как же мне туда войти. Но либо дверь должна вырасти, либо девушка уменьшится. Мы с вами понимаем, что этого не произойдет. А между тем, выход, как истина, где-то рядом. Мы видим отчетливо, что ей ничего не стоит перемахнуть через этот забор. Тут как будто по-другому нужно поставить вопрос. В неожиданностях это не есть неожиданность, кстати. По четверке пентаклей это называют еще карта жадины или карта нашей стабильности. И у вас тройка жезлов об этом сказала. И вот четверка, может быть, есть какое-то дело, тема, задача, когда вам ее нужно решить совершенно по-другому. Точно, как по Урану, который уже в прямом директном движении. И если мы будем думать, как бы узкоколейно, в каком-то одном направлении, то мы, как этой девушке, не видно, что тут вопрос можно решить очень просто. Мы будем словно смотреть на эту дверь и думать о том, что, в принципе, неосуществимо. А на самом деле это просто своего рода квантовый скачок, когда перемахнуть через этот забор и оказаться в том месте, где вы хотите. Если у кого-то из вас связано с переездом, то это могут быть какие-то
возможности для вас, которые вы пока можете не видеть. Вам на этой неделе либо это известие, либо какое-то событие, информация, новость приходит, которая может поставить в тупик. Или вы можете с чем-то не согласиться, вам могут что-то предложить такое, альтернативное, к чему вы где-то не готовы, и будете думать, да как же я войду вот в эту дверь, ну иносказательно, или как же я увеличу эту дверь или сам уменьшусь, как мне выполнить эту задачу, если она в принципе не может быть выполнена, а на самом деле выполнение или решение какого-то вопроса, оно как будто немножко в другой плоскости. Не нужно перед собой ставить, знаете, тех задач, которые для нас идут по привычному шаблону, потому что вопрос какой-то решится, но он решится совершенно иначе. Если мы говорим про карту жадины, не торопитесь, мои дорогие. Это, скорее всего, я так думаю, для большинства из вас, если правда есть, ну, какая-то тема или задача, которую вы не можете решить. Ну, тут это не новость какая-то. Тут или, может быть, ситуация сама, она тянется где-то из прошлого. И для вас, чтобы завершить какой-то вопрос, вам и будет как раз нужен либо переезд, либо своеобразный иррациональный какой-то выход из создавшегося положения, и у вас тоже все получится. У вас прочная позиция, поэтому где-то дерзайте. Но это не есть, как знаете, рывкообразная какая-то проба или попытка, да, а тут все-таки более продуманные действия должны быть. Чему сейчас не время? Карта колесница. Вот если переезд, посмотрите, все, по сути дела, или четверка пентаклей, мы говорили, переезд почему? Потому что перемахнуть как будто нужно через забор, переместиться, так? И вот не на этой неделе не торопите события. По карте колесница это старший аркан. Тут у вас все произойдет в свое время. Тут самое главное не ставить перед собой стереотипов, мои дорогие. И опять же, вот так, видимо, Уран на вас влияет, что какая-то ситуация своеобразно заканчивается. И нам говорят, отпускай прошлое. Не ставь перед собой каких-то задач, которые, может быть, тянутся из прошлого. Ты их хочешь догнать как будто и переделать. Тут не время тому, что переделывать, понимаете? Тут, если и прежняя ситуация, так ее нужно решать с новым подходом. Вот мы об этом только что говорили. И встречай будущее, вот об этом говорят карты нам. И это о том, что все то, что придет на твой порог, с этим надо правильно провзаимодействовать. Но пока не время выносить вердикты или словно выходить на авансцену, мои дорогие. Быть в центре внимания. Ну, наверное, за кулисами и так аккуратно управлять более выгодная позиция. Но это старший аркан, который все равно говорит о том, что у вас что-то развивается, продолжается. И, видимо, вы на пороге каких-то перемен, но какую-то ситуацию вы не можете ускорить. А что же вам помогает? Шикарные у вас карты, мои дорогие девы. Сильная позиция, просто что-то не форсировать. Что вам помогает? Туз кубков. Правда, решение какого-то вопроса. Вот какова бы ни была тема, какова бы она ни была сложная, выход будет. По тузу кубков это рождение чего-то нового. Может быть, буквально у кого-то, мои дорогие девочки, рождение ребенка, разрешение какой-то ситуации вашей, может быть, в личной жизни. Или это карта радости, счастья, каких-то счастливых событий, помощи где-то высших сил. И по этой карте, знаете, нужно прислушиваться к своему шестому чувству. И по тузу кубков, чтобы у вас все получилось так, как вы хотите, нельзя в себе сомневаться. И это тоже вам во всем помогает. Помогают ваши близкие, которые к вам искренне относятся. Помогает ваш позитивный настрой. Помогает то, что вы открыты миру. Правда, чтобы вас не ставила в тупик какая-то ситуация. Вот так вот подытожив все эти 4 карты, это будет, наверное, самое главное. События продолжат развиваться. И вашу сильную позицию вам нужно удерживать. Но не делать это с каким-то опломбом, вот единственное, потому что по карте колесница есть здесь карта популярности, да, когда мы хотим быть в центре внимания, есть такое значение, но в позиции чему сейчас не время, значит, будьте серыми кардиналами, мои дорогие, если другого не остается, что скрыто?
Правда, туз пентаклей. Посмотрите, туз кубков, туз пентаклей. Да у вас не просто решится на 100%, у вас на 1000% все решится. По тузу пентаклей это и дом полная чаша, это и получение денег. Это, если мы про документы, иногда бумаги важные тоже проходят по тузу пентаклей. Есть такое значение помощь высших сил. И вообще это карта благополучия, благоденствия, осуществления вашего проекта или то, что вы себе задумали. Вы просто пока на какой-то момент не видите, понимаете? Продолжайте верить в себя, в свою мечту, в свое намерение. И даже если сейчас вот нужны такие какие-то энергии, ну, значит, это время такое. Дела, работа, бизнес. Есть своеобразный выбор. Может быть, как раз вот про этот квантовый скачок. Аллегорически говоря, нам и говорят карты, ведь одна карта напротив другой выпала. Вам нужно, правда, с чем-то разобраться. Ну, значит, выход, повторяюсь, искать нужно не в том, как вы поступали, действовали или думали даже, мои дорогие девы, раньше, а именно перемахнуть через этот забор. И по карте влюбленные, если дела, работа, бизнес, взаимодействие правильное с людьми вам помогает решить какой-то вопрос. Все же влюбленные. Есть момент дипломатии и лояльности. Это значит будет помогать. Для кого-то из вас это тот важный выбор, который вы должны сделать в жизни. Может быть, это будет своего рода, как завершается один жизненный этап, и вы переходите на совершенно новую ступень как будто. И пока вот момент, ну, не совсем трансформации, а может быть момент вот этот выбора, он может ставить в тупик какими-то неожиданными вопросами, открывшимися обстоятельствами, событиями, но у вас все равно все получится. Финансы. На финансы вам финансы. Одна из лучших карт. У кого-то вопросы согласования с недвижимостью, правда, с переездом. Это карта, когда мы довольны собой, когда приходят деньги, у кого-то получение денег и крупной суммы. Если она какое-то время задерживалась, и вы уже были в тупике, что же мне делать? Значит, деньги вы получите. Или согласуете еще какие-то ваши вопросы. Для кого-то это помощь семье, взаимодействие с вашими близкими, родными. Причем, когда дом, полная чаша, но максимально благоприятная карта на деньги. В личной жизни, хотя нам про личную жизнь тоже сказали, но мне тут нечего добавить, даже, мои дорогие девы, карта императрицы. Правда, если есть какой-то вопрос, да, знаете, не ставьте перед собой каких-то ограничений, мои дорогие девы. И это для вас откроет совершенно новые возможности. Для вас 24-й год и 25-й – это себя поставить на первый план. Но, может быть, где-то придется договариваться, где-то придется хитрить, быть где-то великим манипулятором, почему нет, если мы говорим про карту колесница. А это все для того, чтобы сохранить свои позиции или то, что вы уже наработали. Сохранить свои идеи, мои дорогие, чтобы их никто не украл. Это будет для вас важно. Именно вы сами, ваш способ мышления, то, как вы видите, ваша планета-управитель Меркурий. Меркурий – это быстрота, это вот тот Гермес, который был очень ловкий, мог быстро изменяться сообразно времени, мог предлагать такие варианты, от которых боги были в шоке, но Зевс его за это любил и поддерживал. Так вот это, ну, какая-то нетипичность, меркурианство вот это, оно будет для вас проигрываться в плюс. Но с другой стороны, умение создать из хаоса порядок поможет вам как раз свои идеи воплотить в нашей реальной жизни. Вот это императрица. По императрице символ нового «я». Символ у кого-то буквально, если мы говорим, императрица, она плодовита, и у кого-то рождение детей. Вот нам туз кубков в этой колоде карт вот так и показан. А есть еще такое значение, как плодовитость на идеи, на какие-то новые желания, воплотить свою мечту в жизни. Вот и поэтому это как завершающий итог, что у нас все получится. И у кого-то в жизни, если личная жизнь, какая-то история была, может быть, с каким-то минусом, то построить счастливую семью или создать какой-то гармоничный союз для вас тоже будет важно.
По этой карте еще нам говорят о власти, удовлетворение собственных амбиций. Пусть это на личную жизнь выпало, но это старший аркан. Он проигрывается и влияет на все сферы сразу. А еще у нас рядом десятка пентаклей и аркан влюбленный. И все же любовь, благополучие, взаимопонимание и абсолютная вера в собственные силы. Для вас, правда, изменит мир, изменит вас, изменит новые возможности и качество жизни. И, может быть, на этой неделе где-то и будет какая-то задержка. Может, вам и придется, чтобы, подведя итог, повторяюсь, ну, где-то себя так вот не позиционировать на авансцене. Но это лишь для того, чтобы в последующем принять какое-то важное решение или изменить свой статус. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.